Всем привет! В этом видео я расскажу, как лучше собрать Велта в Honkai Star Rail, то есть билд на него лучший я покажу. Начнем с лучших световых конусов. Первый и самый лучший — это во имя мира, это его сигнатурное оружие. Извиняюсь, световой конус. Увеличивает урон владельца по ослабленным врагам на 24%. Когда владелец использует свой навык, шанс попадания эффекта для этой атаки увеличивается на 18%, а атака увеличивается на 24%. Следующий — это решимость блестит подобно жемчужинам пота. Это 4-звездочный, но он тоже в гаче можно получить. Когда владелец бьет врага, и если пораженный враг еще не попал в ловушку, существует 60% базовый шанс поймать пораженного врага в ловушку. Защита попавших в ловушку врагов уменьшается на 12% на один ход. Ну, ловушка тут подразумевается эффект заключения от мнимого элемента, так сказать. И еще один вариант — это спокойной ночи и мирного сна. За каждый дебаф, который есть у целевого врага, урон, наносимый носителем, увеличивается на 12%, суммируется до 3 раз. Этот эффект также распространяется на периодический урон. Собственно, альтернативными вариантами еще будут «Мы встретимся снова» и 2 3-звездочных — это «Петля» и «Пустота». Как вариант, временный вариант, можно так, наверное, сказать. Лучшие команды для Велта. Тут будет 2 варианта. Одна вариант — это гиперсковывание, а другая — это Велт команда, ориентированная на периодический урон. Начнем с гиперсковывания. Здесь у нас будет Велт как поддержка или как субнаносящий урон. Тинь-Юнь в качестве поддержки. Дань-Хэн в роли главного бойца, ну, то есть главного члена, наносящего урона, человека, который будет наносить урон. И любой целитель в этой команде. Эта команда сосредоточена на том, чтобы сломить уязвимость врагов, используя многоударный навык Вельта и поразить их замедлением, накладывая несколько дебафов на врагов и усиливая вашу группу. Дань-Хэн может нанести безумное количество урона ультимативной способностью. Альтернативные товарищи по команде для этой команды Велта. Сушан может заменить Дань-Хэна для нанесения физического урона. Применение замедления к врагам гарантирует, что Сушан сможет нанести несколько повреждений. Используйте умение Вельта, чтобы сломить уязвимость нескольким врагам, чтобы активировать стойку меча. Цинцюэ может заменить Дань-Хэна для нанесения квантового урона. Ян Цин может заменить Дань-Хэна для нанесения ледяного урона. Выгода от замедления врагов навыком Велта. Ну, то есть он получает выгоду от замедления. По сути, любой наносящий урон персонаж будет получать выгоду от замедления, так как может раньше атаковать врагов, так сказать. Броня может заменить Тинь-Юнь. Дает бафы на атаку и критический урон, чтобы еще больше увеличить урон Дань-Хэна. Аста может заменить Тинь-Юнь, может увеличить скорость Дань-Хэна и активировать пробитие ветряного сопротивления во время использования ультимативной способности. Марта 7 может заменить Тинь-Юнь для большей живучести за счет потери урона. Может активировать талант Дань-Хэна, усиление пробития ветряного урона, используя ее умение. И еще один вариант — это первопроходец огненный. Он может заменить Тинь-Юнь для большей живучести за счет потери урона. Следующая команда, вторая, так можно сказать, это команда Велта, ориентированная на периодический урон. Здесь, по сути, Велт, можно сказать, как саппорт по большей степени. Тут вот Велт — это как поддержка или как субнаносящий урон. Сампа как субнаносящий периодический урон. Любой персонаж, и следующий, третьим членом команды будет любой персонаж, который может наносить периодический урон. И целитель или защитник в команду.
Эта команда фокусируется на применении замедления и заточения к врагам в начале битвы, чтобы Сампа мог легко применить несколько стеков выветривания до того, как враг сможет двигаться. Это лучше работает в ситуации с большим количеством врагов, чем в битвах с одной целью. Альтернативные товарищи по команде для этой команды. Аста. Ее пассивная способность второго возвышения позволяет ее базовым атакам применять периодический урон поджога. Поджога, ожога, тут уже как хотите. Или будем, наверное, ожога, да, называть лучше. Базовая атака применяет периодический урон ожога к одному врагу. Она объединяет несколько ролей в качестве поддержки аппликатора ожогов и генератора очков навыков. Хук. Ее техника также может применять ожог к врагам. Ее талант позволяет ей наносить больше урона врагам, пораженных ожогом. Тимека. Ее пассивное умение второго возвышения позволяет всем ее атакам накладывать статус ожога на всех пораженных врагов. Ее четвертое возвышение позволяет ей наносить больше урона врагам, пораженных ожогом. Марта 7. Может применять замораживание к врагам с помощью своей суперспособности. Может экипировать конус тренд галактического рынка, чтобы применить статус ожог, который масштабируется от ее защиты при атаке. Гепард. Может замораживать врагов, может заменить Март 7 для большей живучести за счет потери урона. Точно так же, как и Марта 7, может экипировать тренд галактического рынка, чтобы применить ожог статус, который масштабируется от защиты при атаке. И Сервал. Хорошо наносит урон по нескольким врагам и может практически постоянно использовать свою ультимативную способность. Однако у команды будут проблемы с очками навыков, если у вас нет генератора очков навыков или целителя с экипированным сетом скиталец блуждающего облака. Лучшие реликвии для Велта. И лучшая и незаменимая, так сказать, это головорез бандитской пустыни. Увеличивает воображаемый урон Вельта. Бонусы критического удара помогают в построении подстаков. Следующий такой вариант альтернативный. Это, ну, как бы на любителя, можно сказать, думаю, можно так сказать. Потому что в лучшем варианте на него поставите именно головореза бандитской пустыни. То есть альтернатива это вор падающего метеора. Синергизируется с высоким разрывом урона Вельта от его навыка и обеспечивает некоторую регенерацию энергии. Ну, то есть, если вы хотите Велта построить таким образом, что он будет наносить много урона от пробития уязвимости, то этот сет подходит великолепно, но я не советую этот сет выбирать. То есть, как альтернатива, да, подходит. Следующее, значит, будут планетарные реликвии. Это лучшим вариантом выбором для Велта будет Талия, край бандитов. Она повышает эффект пробития владельца на 16%. Если скорость владельца не меньше 145, эффект пробития дополнительно повышается на 20%. И альтернатива это пангалактическое коммерческое предприятие. Усиливает атаки Вельта, используя его шансы попадания с эффектом, что позволяет ему получить лучшие дополнительные характеристики критического удара и скорости. Лучшими характеристиками для Вельта будет для тела это критический удар, критический урон, обувь, скорость, сфера это мнимый урон и веревка восстановления энергии. Лучшие субстаты для Вельта это частота попадания эффектов, вероятность критического удара или критического урона, скорость и процент атаки. И, собственно, советы по игре за Вельта. Вельт в настоящее время является единственным доступным воображаемым персонажем на релизе. Из-за того, что многие враги в ранней игре имеют слабость к воображаемому мнимому урону, Вельт может легко нанести большой урон, а также сломать их полосу, полосу уязвимости.
Его навык, как и у Асты и Сампа, отскакивает от нескольких врагов, позволяя ему сломать уязвимости в ситуациях с одиночной целью. Заключение. Статусное состояние, накладываемое на врагов, когда их шкала уязвимости пробивается персонажем с мнимым элементом. Это задерживает их действие и снижает их скорость. Используйте технику Вельта, чтобы наложить на врагов эффект заключения перед началом битвы, воздействующий на всех противников в бою. Талант Вельта позволяет ему наносить больше урона замедленным врагам, что делает его мощным суб-наносящим урон персонажем для любой команды. После разблокировки его второго возвышения использование ультимативной способности Вельта увеличивает урон, получаемый врагами, на 12%. Используйте ультимативную способность Вельта, чтобы сломать полосу уязвимости врагов, замедлить их и позволить членам вашей группы наносить повышенный урон до того, как враг восстановится. Постарайтесь собрать Вельта с высоким шансом попадания эффектов, шансом критического попадания и урона, скоростью и процентом атаки, чтобы максимизировать его потенциал нанесения урона. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Посмотрите другие видео на моем канале. Поставьте лайк этому видео. И не забудьте подписаться, если новые. Еще раз большое спасибо. Увидимся в других видео на моем канале.